Представьте, что вы можете купить собственную цифровую империю, которая работает, думает, зарабатывает деньги, пока вы спите. Раньше богатство измерялось заводами, нефтяными вышками и количеством людей, которые на вас батрачат. Сегодня самые богатые люди мира могут вообще не выходить из дома. В 2025 году искусственный интеллект создал больше 50 новых миллиардеров. Это самый быстрый рост богатства в истории человечества. Мир часто пытаются поделить на бедных и богатых. Но это иллюзия. На самом деле существует 5 уровней достатка, и с появлением ИИ эта лестница изменилась до неузнаваемости. В этом уроке мы заглянем за кулисы новой реальности, где один человек без команды может заработать 80 миллионов долларов за полгода, просто нажимая кнопки. Мы будем говорить не о доходе, а о чистом капитале, реальных деньгах, которыми вы владеете. Готовьтесь! То, что покупают новые миллиардеры сейчас, шокирует вас больше, чем туалетная бумага из золота. И к концу этого видео вы поймете, на каком уровне находитесь вы. Давайте начнем с самого низа. Уровень 1. Ваш чистый капитал до 5 миллионов рублей. Сюда входит ваша квартира в ипотеке, старенькая машина и немного сбережений на черный день. Технически, если у вас есть крыша над головой, смартфон, вы уже богаче половины населения всей планеты. Но чувствуете ли вы себя богатым? Вряд ли. На этом уровне вы биологический привод. Вы продаете свое время, свои нервы и калории за деньги. Если вы заболели, устали или просто выгорели, ваш доход равен нулю. Вы постоянно боитесь. Боитесь увольнения, боитесь кризиса. И знаете что? Ваш страх оправдан. Раньше вы конкурировали с такими же людьми. Сейчас вы конкурируете с бесплатным чат-ботом. Вы смотрите новости и видите, как нейросети пишут картины, код, тексты, сводят таблицы. И вы думаете, что ваш труд с каждым днем стоит все дешевле. Вы просто батарейка для системы. И система уже нашла вам замену. Звучит жутко, но подождите завидовать тем, кто стоит на ступеньку выше. У них свой персональный ад. Уровень 2. Чистый капитал от 20 до 100 миллионов рублей. Это бизнесмены средней руки, топ-менеджеры, директора клиник. У вас просторный дом, вы летаете в отпуск бизнес-классом. Можете купить часы за пару миллионов. Обычные люди смотрят на вас и завидуют, но они не видят правды. Вы самые несчастные люди в этой пищевой цепи. Вы пашете 24/7, спите с телефоном, пытаетесь управлять людьми, а люди косячат, воруют, увольняются. Вы покупаете дорогие вещи просто, чтобы заглушить стресс и доказать себе, что все это не зря. ИИ для вас — это пока что просто модное слово. Вы пытаетесь внедрить его в свой бизнес, но старые бизнес-процессы скрипят и разваливаются. Вы зарабатываете много, но у вас нет самого главного — свободы. Вы раб своего же успеха. Вы заперты в золотой клетке. И пока вы орете на своих сотрудников, на следующем уровне люди делают ваши годовые обороты в одиночку. На этом уровне происходит все самое интересное. Уровень 3. Капитал от 1 до 10 миллиардов рублей. Это новые богатые, и они сломали систему. В феврале 2025 года сооснователь OpenAI Андрей Карпатий придумал термин «вайп-кодинг». Суть проста. Ты больше не пишешь код. Ты просто надиктовываешь искусственному интеллекту, что тебе нужно, и он собирает готовый продукт. Это не фантастика. Давайте к фактам. Израильский разработчик Маур Шломо в одиночку создал конструктор приложений Base44. Никаких инвестиций, никаких офисов. Через 6 месяцев у него уже было 300 тысяч пользователей. А потом он продал этот проект компании Wix за 80 миллионов долларов наличными. Один человек, полгода, 8 миллиардов рублей. Или шведский стартап Lovable. Обычная шведская пара, не зная программирования, сделала приложение и заработала 700 тысяч долларов в первые 3 месяца. А сам стартап Lovable достиг выручки в 100 миллионов долларов всего за 8 месяцев.
быстрее, чем любая компания в истории человечества. У них работает всего 146 человек, стоят они уже 6 миллиардов долларов. И я и сам, если честно, нахожусь сейчас в этой игре. Я маркетолог и уже собрал несколько собственных сервисов. Один из них — Субботин AI. Маркетолог с искусственным интеллектом, который собирает рекламные проекты, лендинги за 2-3 часа вместо 7-10 дней. Мы с командой уже подали заявку на резидентство в Сколково. Куда это ведет? Посмотрим. Но направление точно правильное. Эти люди не покупают яхты. Их главная роскошь — это абсолютная автономия. У них в подчинении не люди, а тысячи ИИ-агентов. Как бизнесмен второго уровня сидеет от стресса, цифровой алхимик просто пьет кофе, глядя, как его алгоритмы генерируют миллионы. Привет! Перед тем, как мы продолжим видео, можешь мне сделать одолжение? Подпишись на канал Иван Субботин прямо сейчас. Я буду тебе очень благодарен. Сейчас у меня 2600 подписчиков. Я поставил амбициозную цель – достичь к концу года 10 тысяч. Если тебе нравится то, что мы с командой делаем, и ты согласен комментариями, что мой канал один из самых недооцененных каналов на YouTube, тогда, пожалуйста, помоги мне. Помоги мне подняться в алгоритмах и подпишись прямо сейчас. Огромное спасибо. Уровень 4. Капитал от 10 до 500 миллиардов рублей. Эти люди не покупают эксклюзивные смартфоны в золотом корпусе за 1,5 миллиарда. Это для них дешевые понты. Они покупают алгоритмы и данные. На этом уровне вы можете финансировать закрытые лаборатории, которые ищут способ продлить жизнь с помощью нейросетей и биотехнологий. Их роскошь — это доступ к прямым технологиям, о которых 99% населения даже не догадывается. Они не потребляют контент. Они решают, какой контент будете потреблять вы. Они владеют платформами, на которых работают те самые цифровые алхимики с 3-го уровня. Сэм Альтман, глава OpenAI, официально не владеет долей своей компании, но его капитал оценивается почти в 3 миллиарда долларов за счет инвестиций в технологии будущего. Они формируют тренды и управляют вниманием миллионами. И вот мы с вами заходим на вершину, уровень 5. Капитал от 1 триллиона рублей и выше, сотни миллиардов долларов. Это архитекторы реальности. Они выглядят как обычные гики. Дженсен Хуанг, глава NVIDIA, ходит в одной и той же кожаной куртке. Но его состояние 160 миллиардов долларов. ИИ сделал его богаче, чем большинство стран мира. Им не нужны бренды, им не нужно никому ничего доказывать. Зачем выглядеть богатым, если ты контролируешь реальность? Они производят железо, серверы, на которых работает весь мировой искусственный интеллект. Они контролируют то, что вы видите в интернете. Их власть абсолютна. Разрыв между ними и обычным человеком настолько огромен, что это просто невозможно осмыслить. Но у этого уровня есть своя темная сторона. Даже владея миром, они не могут купить себе бессмертие. Болезни, потери близких, смертность — все это неизбежно для всех. Искусственный интеллект — их последняя надежда на вечную жизнь, и они тратят миллиарды, пытаясь обмануть саму смерть. Если вы досмотрели это видео до конца, и вам стало страшно или завидно, выдохните, расслабьтесь. Да, искусственный интеллект меняет мир. Да, один человек теперь может заработать 80 миллионов долларов за полгода. Ну, давайте будем честны. Если вы сейчас сидите на диване, у вас есть крыша над головой, горячая вода, интернет, и вы можете себе позволить просто смотреть ролики на YouTube, вы уже живете лучше, чем короли 100 лет назад. Вам не нужно строить корпорации или владеть серверами, чтобы быть счастливым. Не завидуйте тем, кто пашет 24/7 ради иллюзии власти. ИИ действительно заберет много рутинной работы, но, возможно, именно он подарит нам всем то будущее, где мы просто можем жить в кайф. Граница между богатыми и бедными стирается, и, возможно, ваше место в этой новой иерархии гораздо комфортнее, чем вам кажется. Если вам зашел этот выпуск, подписывайтесь на канал. Мы здесь говорим о том, куда катится этот мир и как в нем выжить. Спасибо, что досмотрели это видео. Вы молодец. До скорых встреч.